Давно хотела связать шаль клекс, и тут подходящая пряжа. Правда, этот узор в сочетании с этой волшебной пряжей похож на снегопад. Жалко, что вы через экран не можете потрогать это нежнейшее облачко. Часто эту шаль вяжут из семеновской линии в 2 нитки. Очень хорошая пряжа, люблю ее. Но я свяжу вот из такой пряжи. Хочется попробовать, никогда не вязала из кит-мохера, хотя для шали это отличный вариант. Это пряжа из пермского магазина Итальерн Пермь. Ссылка под роликом будет. Хотя можно, конечно, и в другом интернет-магазине купить или в офлайновом магазине. Но я думаю, в этом магазине эта пряжа даже дешевле. Здесь 25 грамм, но метраж хороший. Так, 212 метров, 80% кит-мохера и 20 полиамида. Шикарный состав. Спицы 3, 25 и 4,5. У меня как раз где-то 3,25. И вот можно, конечно, вязать и на прямых спицах, но на таких вязать даже легче. Работу я начну на чулочных спицах, потому что свяжу начало ленточки на трех петлях. И вот у меня такая, так, не то, вспомогательная нитка, а вот она. Возьму вспомогательную нитку, она тоже тоненькая, я вдвое ее сделаю. Сформирую первую петлю, это потолще. Так, и сейчас заведу рабочую нить за спицу и сформирую первую петлю. Дальше вторую петлю точно так же. А третью просто надену вот эту, которая у меня на крючке. И вот у меня 3 вспомогательные петли. Я потом эту цепочку распущу и верну петли на спицу. Беру вторую спицу, беру рабочую нить и начинаю вязать ленточку. По 3 петли вяжу, 3 петли каждую по отдельности вяжу так все лицевыми, то есть получится платочная вязка. Раз, два, три. Поворачиваю работу. Желательно всегда в одном и том же направлении поворачивать. Так, где у меня ниточка? Вот даже мне ничего не видно. Дальше снова 3 лицевые. 2 ряда провязала. Поворачиваю, вяжу 3. И так 17 рядов. Вот я провязала ряды. Проверьте, чтобы у вас было 9 вот таких ребрышек, потому что нужно набрать 9 петель вот на этой стороне. Сейчас я, пожалуй, перейду на круговые спицы, потому что здесь, наверное, сложно будет. Так, можно было последний ряд провязать круговыми. Так, и сейчас я подниму 9 петель вот за эти петли. Раз, два, три, 4, так, 5, 6, 7, 8. И что-то у меня даже не хватило. Так, раз, два, 3. Правильно, одну пропустила. Вот я набрала 9 петель на длинной стороне.
3 петли у меня на спице. И вот эту ниточку я распускаю. И у меня здесь будет тоже 3 петли. Я их подниму. Всего получится 15 петель. 9 и 2 раза по 3. 3 петли в начале и 3 петли в конце. Это кромочные петли. Я всегда их буду вязать лицевыми. То есть получится вот такая платочная вязка. И первый установочный ряд. Первые 3 петли вяжем лицевыми. 1, 2 и 3. А дальше остальные все изнаночными до последних 3 петель. То есть 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, изнаночных и 3 петли лицевые. Петли просто микроскопические. Кстати, вот эти кромочные петли надо вязать слабо. Вот первый установочный ряд я провязала. Вернее, это установочный. Первый ряд. Первые 3 петли ленточки вяжу лицевыми. 2, 3. Дальше накид. Снова 3 лицевые. 1, 2, 3. Сейчас вяжу прибавку. Так, я прибавку свяжу из протяжки. Таким вот образом. Снова 3 лицевые. 1, 2, 3. И снова прибавку из протяжки. Скрещенный лицевой. Снова 3 лицевые. Накид. И 3 кромочные лицевыми. Это был первый ряд. Второй ряд. Я буду кромочные вязать лицевыми. 1, 2, 3. А остальные петли изнаночными. До последних 3. Последние 3 тоже лицевыми. Третий ряд. Очень простой. Первые кромочные 3 лицевыми. Затем накид для расширения. Дальше все петли лицевые до последних 3. Перед последними 3 тоже накид. Так, я, пожалуй, провяжу весь ряд. Вот это накид предыдущего ряда, снова накид и 3 лицевые. Это кромка. Четвертый ряд я буду вязать как второй. 3 лицевые и остальные изнаночные, вернее кромочные лицевыми, накиды изнаночными, и все петли до последних 3 петель буду вязать изнаночными.
Здесь, пожалуй, лучше взять счетчик, потому что прибавки в разных рядах выполняются по-разному. На экране я напишу порядок прибавок. И вот в 5-м ряду они вяжутся, ну, практически так же, как в 1-м. То есть 3 петли я вяжу лицевыми, кромка, накид, дальше 3 лицевые, прибавка. Я вывязываю ее из протяжки скрещенной лицевой. Снова 3 лицевые, прибавка. И так до конца ряда. 3 лицевые, прибавка, 3 лицевые, прибавка. Так, 3 лицевые. И перед кромочными накид. Накид и 3 лицевые. Изнаночные ряды вяжутся все одинаково. 3 лицевые и все изнаночные. 7-й, то есть лицевой ряд, я буду вязать снова с прибавками через 3 петли из протяжек и всегда вот здесь добавлять, во всех лицевых добавляю после кромочных и перед кромочной. Изнаночные все одинаково, то есть 3 кромочные лицевыми, а изнаночные изнаночными. И смотрите, вяжите в том порядке, который будет на экране. Вяжем вот такую плотную часть. Я связала плотный сектор шали, закончила лицевым рядом, то есть последний ряд у меня был 17-й. И сейчас буду вязать ажурный узор. 11 рядов ажурного узора. Кромочные петли я буду вязать, как и на протяжении всей шали. Так, 18 ряд это будет. Я должна довязать до 28 ряда. Кромочные петли я вяжу лицевыми. 3. А дальше первый ряд 3 вместе лицевой. Так, 1, 2, 3. И из следующей петли 3 лицевые. Так, 1 лицевая, накид и лицевая. И повторяю до конца ряда. Снова 3 вместе лицевой. И из одной петли 3. 1, 2 и 3. И так до конца ряда. Во втором ряду ажурного узора все петли я буду вязать изнаночными, кроме кромочных. И после кромочных и перед последними кромочными я буду вязать накиды. Итак, 3 лицевые, накид и остальные изнаночные. Я связала 11 рядов ажурной полосы. Вот что у меня сейчас получается. Обнуляю счетчик. И
И снова начну с первого ряда. И он у меня как раз лицевой. И дальше вязать буду по той же схеме, что вязала вот здесь. То есть выполнять прибавки. В лицевом ряду лицевые петли, в изнаночном изнаночные. Изнаночные ряды без прибавок. И буду чередовать вот эти две секции. Плотная, ажурная, дальше плотная, ажурная. И так на нужную высоту. Сколько нужно, смотря какой размер шали вам нужен. Итак, как вы, наверное, видите, шаль Клекс вяжется секциями. Первую секцию я вам рассказала, показала даже, как вязать подробно. Здесь вот эта вот плотная часть, прибавки чаще, чем дальше. И получается вот такой сектор полукруглый. Начало каждого ряда, здесь вот у меня, видите, было натянуто, поэтому не видно эти петли. 3 лицевые, они в каждом ряду кромочные, так называемая ленточка. И в лицевых рядах во всех после кромочных идет накид. После кромочных и в конце, перед кромочными в конце ряда. Эти петли всегда вяжутся лицевыми во всех рядах. Ну, плотная часть, как понятно, в лицевом ряду все лицевые, в изнаночном изнаночные. Вот эти вот участки ажурные, они всегда одинаковые. Здесь 11 рядов. Плотные участки, начиная со второго, тоже по 11 рядов. И только вот в первом ряду 17 рядов, потому что он такой начало ряда, начало шали немножечко отличается, можно сказать, установочный сектор. Ажурный узор, я тоже показывала его подробно, вяжется очень легко. Узор получается на изнаночной стороне, то есть мы ряд начинаем вязать с изнаночной стороны, первый ряд получается на изнаночной стороне, чтобы вот эти шишечки четче были на лицевой стороне. И узор очень простой. Из одной петли вяжем 3, и из соседней 3 соседних петли провязываем вместе, а через ряд в обратном порядке, в шахматном порядке. И дальше идут прибавки. Во втором ряду прибавки тоже почаще, чем вот в следующих рядах, в следующих секциях плотных. Прибавки в первом ряду, в пятом и в 11. Это вторая секция. И начиная с... Да, хотела сказать, что еще, если вот в этой первой секции мы прибавки выполняем через 3 петли, через каждые 3 петли, то во втором ряду, во второй секции прибавки в первом ряду через 4 петли, то есть здесь вот вяжем 4 лицевые, 1 прибавка, из протяжки или следующую петлю провязываем 2 раза, снова 4 лицевые прибавки, это в первом ряду вот этой секции. Дальше в пятом ряду через 5 лицевых, то есть 5 лицевых прибавка, и в 11 ряду через 6 лицевых. Снова идет 11 рядов ажурного узора. Так, 1, 2, 3. И в третьей секции, начиная с третьей секции, всего в 2 рядах прибавки. То есть в третьей секции в первом ряду через 6 петель, 6 петель прибавка, 6 петель прибавка, и в 11 ряду. В 11 ряду прибавки через 7 петель.
7 лицевых прибавка, 7 лицевых прибавка. И после этого снова начинаем вязать ажурную часть, ажурную секцию. В 4-й плотной секции прибавки тоже 2 раза. В 1-м лицевом ряду через 8 петель, 8 лицевых прибавка, 8 лицевых прибавка и так далее. И в 11-м ряду прибавка через 10 лицевых, то есть 10 лицевых прибавка. К концу шали прибавки выполняются реже. Ну и так она получается достаточно широкой, потому что петли все добавляются и добавляются. Я завершила шаль на ажурном фрагменте. В оригинале вяжется еще один плотный фрагмент. У меня даже, видите, здесь не полный. Но я сделала так, чтобы у меня ушло 2 мотка. Очень небольшой клубочек остался у меня от 2-го мотка, то есть на шаль ушло 50 грамм, моточки по 25 грамм. Но я считаю, что шаль уже достаточного размера. А если хотите связать еще больше, или 5-я секция вяжется, плотная такая вот секция, вяжется так. В 1-м ряду прибавки через 12 лицевых, и это последние прибавки. Можно провязать 11 рядов и закрыть все петли свободно. Кайму в описании никакую не делают, просто закрываются все петли свободно, и я тоже закрыла свободно, чтобы при блокировке можно было хорошо натянуть шаль, чтобы вот край не сужался. И я таким вот образом, мне нравится моя блокировка. Такие вот небольшие получились как бы выемки. Можно булавки почаще было. Можно было, я вот думаю, леску пропустить вот через последний ряд и уже ее натянуть на иголочки. Это все от вашего желания. Но мне вот понравилось, как у меня вот это вот завершение именно ажурной частью. Оно получилось как такая кайма. Верхнюю часть при блокировке я иголками не прикалывала. Просто вот эти вот прихватила иголками вот эти самые кончики. И она сама собой, ну и внизу натянула, закрепила иголками. А вот эта верхняя часть просто сама собой таким полукругом получилась. И мне понравилось, как это выглядит. Очень красивая шаль, как будто снежинки. Давно заглядывалась на эту шаль. А здесь еще такие нитки. Нитки просто чудо. Вы не можете даже видеть всей красоты и почувствовать эту нежность. Такие пушистенькие. Стирала очень бережно. Немножко шампуня. И тепленькая, чуть тепленькая вода. И точно такая же вода при полоскании. Бережные такие движения. Так вот я стирала, отжимала, что не терла, не выкручивала. Отжимала тоже бережно, комком просто так вот. И потом еще немножечко в полотенце промокнула, в махровое. И все. Дизайнер этой красоты Марлина Горска перевела мастерица под ником Ирокезка. Я думаю, вы захотели связать эту красоту. И мне будет очень приятно, если мои пояснения вам помогут.